Всем привет! Меня зовут Кристина, вы на канале о вязании. Сегодня в этом видео я предлагаю вам связать вот такую вот миленькую зебру. Это еще одна игрушка из моей коллекции под названием «Много игрушек по одной схеме». Да, немножко такое странное название, но пока я не придумала другого. Вот такая вот маленькая, миленькая зебра. Так сказать, детеныш, малыш. Это будет экспресс-мастер-класс. Я не буду попетельно показывать, как это все дело вязать, так как у меня есть подобный мастер-класс на единорожку. И мордочка, и ушки взяты оттуда. Здесь новые детальки только грива и хвостик. Но их связать не составит труда. Я вам чуть позже расскажу, как это вяжется. Рост игрушки 15 сантиметров. Я вязала из Yarnart Jeans и Cotton Gold Hobby крючком номер 2. Итак, приступаем к вязанию. Для вязания зебры нам понадобится всего лишь 2 цвета. Я использовала вот такую вот ниточку Alize Cotton Gold Hobby. Это просто черный цвет, цвет 60. Полухлопок в 50 граммах 165 метров. 55% хлопка, 45% акрила. И белый это у меня 0,1. Это не белоснежный, а такой немножко серым отливом. Yarnart Jeans, тоже полухлопок, 55% хлопка, 45% полиакрила. И в 50 граммах 160 метров. Ну, я думаю, эти ниточки вам знакомы. Также вы можете использовать любые нитки. Главное, чтобы они были примерно одинаково по метражу. Вязать буду крючком номер 2. Вот такой вот у меня. Ходят слухи, что он по размеру как 1,75 китайский. Но вы подбираете под свою плотность. Кто-то вяжет туже, кто-то слабже. В общем, крючок подбирайте под пряжу. Также для игрушки понадобятся глазки 8-9 мм. Первым делом я предлагаю вам связать тело зебры. Вот такое вот тело у меня получается. Я сделала переход нити вот здесь вот сзади. При желании вы его можете вывести, допустим, под рукой, но тогда вот здесь вот сбоку он будет еще. Я решила, что ничего страшного. В природе у зебры полоски не такие уж и прям ровные, поэтому вот так вот оставила. В этом видео я не буду подробно показывать, как вязать это тело. На канале у меня есть подробный мастер-класс, как связать такое тельце. Единственное, я там не указывала, в каком ряду менять цвет пряжи. Итак, скажу здесь так словесно. Начинайте вязание с ручек, так как ручки мы будем ввязывать. Первые 5 рядов вяжете черным цветом, а далее чередуйте по 2 ряда белый, черный. Последний ряд у нас 16 вяжется черным. И 17 ряд мы вяжем за 2 стеночки тоже черным. И получается, что у нас здесь все цвета по 2 рядочка. Связали ручки. Теперь вяжем тело. Начинаем с ножки. Вяжем первую ножку. Вяжем 5 рядов черным. Далее белым. И опять черным. На этом вязание ножки заканчивается. Обрезаем и вяжем аналогично вторую. Также 5 рядов. 6, 7 белый, 8, 9 черный. Далее меняем цвет на белый, набираем 4 воздушные петельки и продолжаем вязание по кругу, соединив ножки. Все так же, как в мастер-классе, только меняйте каждые 2 ряда ниточку. И дальше все по схеме вяжете, как в мастер-классе. Смотрите, дойдя до головы, мы считаем, вот первый ряд это у нас прибавки. Второй, третий у нас черный, 4, 5 белый, 6, 7 черный.
Дойдя до этого ряда, вы дальше можете также вязать всю голову полосатую, но тогда можете вставить глазки не черные, а, например, глиттерные, какие-нибудь голубые, цветные. Либо же, например, вырезать кружочки фетров, фоамирана и оформить таким образом голову. Так как у меня нет других глазок, я решила вот эти вот ряды с 8 по 15 ряд провязать белым. А дальше также я чередую по 2 ряда черный-белый. И вот такая вот заготовочка у меня для зебры получилась. Смотрите, как вам больше нравится. Вяжите либо полностью полосатую, либо вот как у меня. Так, когда свяжете тело, нужно будет связать дополнительные детальки. Вот такую вот мордочку. Опять же, так как пряжа черная, и эта мордашка точно такая же, как у единорожки, как бы лошадка, зебра, единорог, у всех у них как бы это лошадь, да, мордочка одинаковая, поэтому мордочку я вязала такую же, как у единорожки. Я вам здесь оставлю схему, поставите на паузу и свяжите. Но для тех, кто не понимает по описанию, можете пройти на мастер-класс по единорожке. Я оставлю вам здесь подсказку и также оставлю ссылку в описании под видео. И там вы сможете подробно, попетельно пройти и связать вот такую вот мордочку. Также в видео можно посмотреть, как пришить ее. Также я не буду показывать, как пришивать эту мордочку. Да, получится немного такой странноватый мастер-класс. Но я думаю, все мы умеем пришивать. И вяжем уже не первую игрушку. Ну, а тот, кто вяжет первую, рекомендую пройти на какой-нибудь самый простой попетельный мастер-класс и научиться вязать. Вот. И тогда уже потом вы сможете связать любую игрушку. Так, вяжем мордочку. Далее также нужно связать 2 ушка. Я тоже здесь особо не заморачивалась. Я их связала точно такие же, как у единорожки. Также оставляю вам схему. Сделайте скриншот и свяжите. Опять же повторюсь, такое ушко я попетельно показывала, как связать в мастер-классе на единорожку. И также я показывала, как ее вот так вот сшить. Ну, здесь покажу еще раз. Хоть и пряжа черная, ничего не видно, но, в общем, покажу. Вот мы связали ушко, ставили длинный кончик, сложили его пополам, потом сложили еще раз пополам, вот так вот, и просто вот здесь вот прошиваем. Вот так. И в эту петельку просовываем иголочку и затягиваем. Черный цвет вообще не видно. Так. Намечаем, где вам нравится, чтобы были ушки. Ушки нужно прикрепить напротив ручки. Так. Вот таким образом. И нам осталось связать только гриву и хвостик. Я вязала вот такой вот хвостик. Очень все легко и просто. Набираете 9 воздушных петель. И потом разворачиваетесь и вяжете соединительные столбики в обратную сторону. Далее отрезаете 3 веревочки небольших. И петелькой их здесь закрепляете. Так же, как, например, цепляли волосы. Вот так. И на
В том уровне, как вам нравится, пришиваете его. Думаю, здесь тоже не составит никакого труда. Хвостик вы можете привязать еще, когда только вяжете тело, а можете просто пришить, либо вот этими веревочками привязать. И последняя деталька, которую нам нужно связать, это вот такая вот грива гармошка. Для нее я набирала 30 воздушных петель и вяжу первый ряд в каждую петельку по 3 столбика с накидом. Черная пряжа, ничего не видно. Провязали в каждую петельку по 3 столбика. Получилась у нас такая спиралька. И потом второй ряд мы просто вяжем над каждым столбиком еще один столбиком с накидом. Вот, и такая вот гармошка у нас получается. Прикалываем посерединке нашу гриву. Повыше, пониже, как вам нравится. И также ее пришиваем. На всякий случай оставлю вам описание на экране. Вдруг кто-то прослушал. Только ровненько надо. Вот так вот наживляем на макушечке гриву и вот здесь вот в конце возле шеи. И вот такая вот грива у нас получается. Такой вот гармошкой. При желании, если вы не хотите вывязывать, допустим, такую гриву или не любите пришивать, тогда вы можете, например, просто закрепить здесь такие вот ниточки и обрезать нужной вам длины. Ну, я решила, что такая грива будет лучше смотреться. Так. Вот такая единорожка у нас получается. Можно ей еще оформить реснички, сделать небольшие утяжки. К сожалению, не получится показать, как я пришиваю детали на черном цвете. Он практически ничего там не фокусирует. Постоянно фокус скачет. Поэтому, как пришивать мордочку, ушки, пройдите, пожалуйста, на мастер-класс по единорожке. Там у меня под видео есть тайминг, такое время прописано, на которое вы нажимаете и попадаете на нужный момент видео. И там посмотрите, как я пришиваю эти детальки. Ну и также с гривой прошьете по этой стороне и по этой. Ну, либо, может быть, у вас есть какой-то другой способ, который, ну, как бы насквозь прошивает. Ну, в общем, на свое усмотрение пришивайте. Я думаю, мастер-класс несложный, и те, кто уже вязали по данной схеме, без проблем с этим справятся. Вот такой вот сумбурный, короткий экспресс-мастер-класс у меня получился. Если вдруг будет что-то непонятно, пишите мне под видео в комментариях, и я постараюсь вам помочь. Вот такая вот единорожка у меня получилась. Я ей оформила здесь белочки. И тем самым утянула немножко мордашку. Сделала такие небольшие утяжки. Как обычно, сделала такие реснички. Привязала хвостик и пришила гриву. Гриву я наметила просто вот посередине один рядочек. Вот так это выглядит. То есть, допустим, ниточка у нас выходит отсюда, захватывает насквозь гриву и выходит в соседнюю. И опять выходит на эту сторону, и вот таким вот обметочным швом, да, ну, как бы сказать, я пришила гриву. Она никуда не уходит, вот так ровненько и есть. Может быть, плохо видно. Через камеру очень сложно показать, но она имеет такую волну и вполне симпатично смотрится. И также вышила небольшие такие вот ноздри белой ниточкой. Вот такая милая зебра у меня получилась.
Также ей можно связать платьюшко, вышить реснички в другую сторону, либо вот по 2 реснички, и уже зебра будет девочка. Надеюсь, у вас все получилось. Буду ждать ваши готовые работы в Инстаграм, либо в группе ВКонтакте. Присылайте свои фотографии. Мне будет очень интересно посмотреть, какие зебры у вас получились. Ну а на этом все. Спасибо огромное за просмотр. Спасибо, что вяжете вместе со мной. И всем пока!